вершине горы. Ангела Кастро — один из самых известных, даже не замков, а крепостей на этом острове, Корфу. Но туда я не поеду, так как вот там дороги, люди ходят, но туда, конечно, подъехать вообще непросто. И подниматься по такой жаре не очень хочется. Палеа Кастрица, например, считается вообще сердцем. Там даже сердечко такое есть в виде острова. Считается сердцем. То есть и это самые такие, как сказать, живописные, красивые, видовые места. Обрывистые утесы, скалы, море лазурное. Там очень много снорклят люди, потому что много рыбок, разных растений. Так как я этим не занимаюсь, я просто рассказываю вам, что вот такое есть. Вот такая Палеа Кастрица. Красивая вода, горы. Но жилья здесь уже нет, нужно заранее, конечно, бронировать. Но я поеду вот туда, на пляж, попробую вот туда, вроде бы. Дальний самый, он пошире, побольше. Вот так выглядит уже дорога в центральной части Корфу. Тут уже такие прям большие горы, более широкие дороги. И, конечно, красота среди гор. И просто вид там из-за кустов не видно, но там обрыв и прям море справа. Здесь гора, очень красиво, прям вообще простор. То есть, если до этого я ездила по дорожкам в северной части, там такие маленькие, без вида. Или такой вот серпантин очень-очень-очень немасштабный. Ну, такой маленький, как сказать, очень. А здесь прям чувствуется масштаб, большие горы. Уже вот чем-то мне напоминает Португалию. Уже такой чувствуется сила природы больше. Вот. Какая красота! Вот сюда я и еду. Адриос Горджиос, тоже одно из самых красивейших мест. Тут, надеюсь, уже будет более плавный заход. Волн нету. Боже, какое море прекрасное. Вот и Адриос Горджиос. Красивый пляж. Людей много. Заход тоже немного камней. Пляжи тоже разные. Есть где-то галька, но также много и песчаных, хороших, широких, красивых пляжей, даже на западном побережье. Самые красивые закаты – это, конечно же, на западной части, где красиво садится море, в море солнышко. И рассветы невероятные как раз-таки с восточной части. В горах очень красиво. И по цене тоже необходимо выбирать. Если вы будете бронировать заранее, то это все намного проще. Но так как я путешественник спонтанный и где почувствовала, там и остановилась, то иногда, например, уже варианты, конечно, дороже и не такие, наверное, хорошие. Следующий обзор жилья с очень красивым вообще видом, пляжем. Это вот апартаменты, вилла. Уже намного приятнее. Здесь открываются вот так двери. И сразу кровать достаточно большая. И приятно все относительно намного лучше. Мебель и вообще атмосфера. Есть даже кухня, вот про что я говорю, и в 2 раза дешевле, чем тот отель, который я вам показывала. То есть тут есть и чайник, и ванна достаточно цивильная, со всеми шампунями и прочим. Здесь такой даже стульчик есть с лампой. Ну и, конечно, тут одна большая кровать и одна маленькая для детей. Но это круто. И вот это стоит 60 евро с моими скидками за ночь. На мой взгляд, вот очень хороший вариант. И здесь вот такое место. Такая вилла. 2-этажная. И вот там до моречка. Где я сижу? Приехала на Корфу посетить дворец Ахиллеса. Я очень люблю историю, люблю такие старые древние места. И вообще моя мечта жить в
в таком дворце. Возможно, когда-то просто жила в таком дворце с кипарисами. Поэтому я сижу сейчас под кипарисом рядом с таким мужчинкой. Вот. Видно Ионическое море. Этот дворец был построен в 1890 году. По-моему, венгерской Елизаветой. Сиси у нее было имя такое свое. Почему Ахиллеса? Потому что, как из истории, она очень любила историю и очень дорожила греческой, вот этой героической историей и хотела изобразить это в своем дворце, в своем замке. Каждая деталь важна, имеет значение, и в этом красота. Стою я на перешейке, здесь море с этой стороны, а вот с той стороны, там, если видно, лагуна, озеро. Но купаются все здесь, конечно, здесь чище, красивее. Я сейчас здесь в июне месяце, и заранее я ничего не бронировала. Здесь еще не сильно жарко, в районе 30 градусов днем, вечером вообще идеально, шикарно, там 22, и вода прекрасная. Но вода тоже разная. Если мы будем с вами рассматривать, где уже открытое море, это получается западная часть Корфу, то там вода везде прохладнее. Даже в бухточках все равно вода прохладнее, чем, например, с материковой частью, где со стороны Греции, это получается восточная часть. Там, конечно, море намного теплее, но и людей намного больше, по крайней мере, в этот сезон, в этот период. Вот такой пляж уже на Ионическом море, получается, со стороны Керкиры, со стороны материка Греции. Конечно, вода намного теплее, и людей, конечно, поэтому здесь больше. Песок крупный. Но прям плотность зашкаливает. Это уже вечер, люди ушли, но днем прям тут кишит все. И детей, конечно, много. Поэтому по красоте, конечно, западное побережье покрасивее. Просто что на него, наверное, нужно приезжать попозже, когда вода прогреется. А в июне месяце очень теплая, комфортная вода здесь, на Ионическом море, на восточном побережье. Тоже восточное побережье. Вот здесь море очень теплое. Я нашла более закрытое такое место. Здесь такие вот таверны типичные, вкусные греческие. Гуляю уже по самому Корфу. Будьте аккуратны с арендой машины. Я отдала сейчас свою машинку. И небольшая царапинка. А бордюрчик я там чуть-чуть задела. Вообще маленькая, там, не знаю, сантиметров 10 царапинка. 485 евро. Но благо, эти деньги, я надеюсь, мне возместит страховая компания, потому что я застраховала ее. Поэтому страхуйте машинки, это очень-очень важно на Корфу, кто арендует машину. Сегодня воскресенье, я в самом центре, как бы столица острова уже. Тут уже такие крупные улицы более, получается, как, уже город, маленький город. И, к сожалению, магазины закрыты. Но я приобрела такие красивые сережечки и прекрасный костюмчик. Я очень люблю такую этническую одежду, природную и из натуральных материалов. И здесь очень такая она красивая, красочная. Вот, мне очень понравилось. Сейчас иду в кафешку покушать национальные вкусные сладости. Здесь их много, очень вкусно. Но в воскресенье, кстати, к сожалению, многие кафе тоже закрыты, магазины закрыты, многое закрыто. Так что тоже знайте.
картинки, цвет яхточки. И вот последнее мое жилье прямо рядом с аэропортом, потому что у меня ранний, почти ночной вылет, чтобы мне дойти пешочком. 109 евро, чтобы вы понимали уже цены, да? Но внутри, кстати, ничего, но, конечно, не дом. Надеюсь, это видео было полезным, интересным. Оставайтесь со мной на моем канале. Я хочу, чтобы он рос. Я хочу набрать хотя бы 1000 подписчиков для того, чтобы я уже могла делиться с вами более глубоким контентом. И я хочу создавать уже красивые, очень глубокие, передающие видео.